Всем привет! Сегодня у нас уголок японской техники, и мы рассмотрим относительно свежий пятидверный хэтчбэк марки Nissan в масштабе 1 к 43. Модель Pulsar 2015 года – это шестое поколение в кузове C13. Масштабная копия продается в коробочках Premium X, и эти модели уже сняты с производства, но их все еще можно найти в открытой продаже. Когда модель была новинкой, за нее просили 35 евро. На мой взгляд, это довольно большая сумма за такую масштабную копию, но тем не менее модель может смело конкурировать с современной продукцией Mini Champs, также с некоторыми моделями от XO Models и с некоторыми моделями от Schuko. И компания Premium X – это дочерний филиал XO Models, и у этих моделей по традиции вполне хорошее качество покраски и сборки. Еще раз повторюсь, конкретно этот вариант не очень хороший в плане детализации, здесь очень много упрощений, но опять же, если посмотреть на некоторые дилерские модели от Mini Champs, они сделаны порой проще, чем эта масштабная копия. И у Premium X сильно отличаются модели в линейке. Например, есть продукция из металла, есть из полимера, есть очень дорогие масштабные копии, а есть изделия, которые напоминают журнальную серию. И, кстати, некоторая продукция этого бренда пересекается с XO Models и также дублируется в журнальных сериях. Но здесь преемственность компании XO. Я вам для сравнения приготовил еще один пятидверный хэтчбэк Volkswagen Golf от Carrarama, которую в свое время я приобретал за 2,5 евро. И как раз мы наглядно можем посмотреть, как автомобили отличаются друг от друга в плане проработки, ведь у них очень большая разница в цене. И я небольшой поклонник современных японских автомобилей, больше предпочитаю классику и спортивную технику, но у меня в коллекции попадаются различные крупные и мелкие японские машины, и на некоторые автомобильчики я уже делал детальные видеообзоры. И, например, могу вам показать еще одну модель от Premium X, это Mazda 6, тоже вполне хорошая качественная масштабная копия, и у нее точно такой же бокс, как у модели Nissan. И здесь довольно симпатичное оформление упаковки, красивая надпись на правой стороне упаковки, снизу есть различные информация, которая касается данного производителя. Естественно, эти модели изготовлены в Китае. Есть артикул, по которому можно найти модель в интернете, и указан официальный сайт производителя, на котором можно ознакомиться с самыми свежими новинками. И такой Nissan у Premium X предлагался в двух вариантах окраски. Первая машина в ярко-красном цвете, а второй вариант был темно-синий. И выбрал первый вариант по простой причине, потому что на эту модель установили регистрационные номерные знаки. На синем варианте были просто белые таблички с надписью Pulsar. На подиуме установили шильдик из фототравления, на котором указан прототип, и также написано, что эта модель выпущена ограниченным тиражом. Правда, тираж здесь не указан, и он может быть как 300-400 экземпляров, так и несколько тысяч. И, возможно, впоследствии эти модели даже могут перевыпустить, и все равно мы не узнаем их тираж. И у этого автомобиля очень красивый цвет с мелким зерном, и в этом плане нареканий к покраске у меня нету, хотя расшивка немного залита краской, и зачастую на современных моделях не очень хорошо подбирают цвет, и в основном берут настоящую краску, и крупное зерно очень некрасиво смотрится на уменьшенной масштабной копии. И этим зачастую пренебрегает производитель Norev. А у Premium X с покраской в основном полный порядок. И если вы посмотрите, у этого автомобиля тонированы задние окошки, и из-за того, что салон черного цвета, сложно рассмотреть, что находится внутри. Но, тем не менее, окрашена панель приборов, рулевое колесо, хорошо смотрятся зеркала заднего вида, правда, серебристой краской здесь обозначили поворотники. И дверные ручки
ручки у масштабной копии отлиты вместе с корпусом и просто обозначены красной краской. И, конечно, в этом ценовом сегменте хотелось бы больше мелких ажурных деталей, но еще раз повторюсь, у многих современных моделей от того же Mini Champs точно такое же решение в плане детализации. На крыше присутствует небольшая пластиковая антенна, также вполне хорошо сделана передняя часть, пластиковая решетка радиатора, значок из фототравления, французские номерные знаки, и мне очень понравилась светотехника. Оранжевым лаком обозначили поворотники, и также виднеются небольшие противотуманные фары, правда, они сливаются вместе с сеточкой черного цвета. Если вы посмотрите на покрышки, то здесь тоже особых нареканий нет. Диски попадают в 43-й масштаб, сквозные отверстия, просматриваются тормозные суппорта и тормозные диски и вполне хорошие покрышки. И также на колесном диске присутствует значок Nissan, правда он сливается с цветом колесного диска. Задняя часть тоже без особых нареканий, вполне хорошая светотехника, присутствует значок Nissan, модификация Pulsar и еще один маленький шильдик, и не могу прочитать, что здесь написано, просто микроскопическая деталь. И также присутствует стеклоочиститель на заднем стекле. И давайте открутим модель от подиума, покажу, как у нее сделана нижняя часть. И еще раз повторюсь, здесь детализация ходовой части не самая лучшая, и на мой взгляд можно было за эту цену сделать более ажурную деталь. Но, опять же, мало кто будет откручивать модель от подиума, поэтому, видимо, производитель не стал заморачиваться. Указан бренд, модель изготовлена в Китае, есть крепежное отверстие для прикручивания модели к подиуму, и выхлопная труба – это цельная деталь вместе с плашкой днища, и можно было сделать хотя бы глушитель отдельным элементом, а тут его не очень аккуратно покрасили серебристой краской, и тоже странное решение, почему не могли полностью окрасить выхлопную систему. И днище крепится при помощи двух винтиков. И как раз вы можете посмотреть, как сделан протектор. На покрышках тоже вполне хороший. И колесики здесь на металлических осях. И давайте для сравнения вам покажу модель Volkswagen Golf от Carrarama. И еще раз повторюсь, мне очень нравятся модели от этого недорогого бренда. И эта модель после небольшой доработки, на мой взгляд, будет смотреться не хуже, чем более дорогостоящее изделие. И, кстати, Carrarama за последнее время довольно хорошо подросла в цене. Этих моделей уже не встретишь в открытой продаже в магазинах, и они сейчас попадаются в основном на вторичном рынке, на аукционах, и, например, такой Volkswagen может стоить 15-20 евро. И вот так выглядит эта масштабная копия. Тоже отличная проработка колесных дисков. Присутствуют тормозные диски и тормозные суппорта. Точно так же сделаны дверные ручки. Они одно целое вместе с корпусом. Точно такой же черный салон. И, кстати, на Volkswagen, на мой взгляд, лучше сделаны стеклоочистители. При желании можно найти комплекты по доработке и улучшить вид этой масштабной копии. И вот так выглядят нижние части. И на мой взгляд, у Carrarama лучше проработана ходовая часть, чем у более дорогостоящего бренда. Вот такой вполне симпатичный автомобильчик, который станет украшением вашей коллекции. Если вы поклонник японской техники, если современные японские автомобили для вас не представляют большого интереса, то нету смысла покупать эту модель, во всяком случае, за 35 евро. Но если где-то найдете ее за 15-18, можете взять как часть истории, потому что эта модель хорошо смотрится рядом с похожими собратьями, например, с Volkswagen Golf. Если вам понравился данный видеоролик, то не забывайте поддержать его лайком. Жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!